Всем привет, это канал Гоши Карцева, я Наталья Осман, это Гоша. Карцев. И сейчас мы будем смотреть стрит-стайл с кутюрных недель моды во Франции, где Наташа сама была. Да, все запечатлила, и сегодня мы всех обсудим, расскажем, покажем, как нужно, как не нужно. Кто же эта женщина перед нами? Это очень талантливый человек, крайне талантливый. Здесь Оля Бузова, на самом деле. Мода и Это талант работа. не всегда совместимы. Я понимаю тебя, да. Одежда должна украшать. Бантон. Да, бантон, но не на этом месте. Ё-моё, если бы я не знала, что это Селин Дион, она стебет сама себя из Титаника украшения. Это Демна сделал украшение, да, но и это точно... Самая ирония супер. Это Да, типа стёб. Самая ирония супер. Такой же знаковый, как когда она вышла в толстовке Ватман с Да-да-да, Титаника. да-да-да. Мне нравится, что она crazy, и этот образ crazy, она же чокнутая. Это платье я бы надела в кадр Follow Me Too, но мне кажется, вот сочетание с такой строгой прической... Очень балерина, да, да? как Слишком, будто бы. да, вычурно. Она сейчас либо запоет, либо фуэте, затанцует. да, какой-то там Да. исполнит. На ней Да, да. это выглядит супер и И уместно, и сочетание да, с да, и прической. прическа. Вот это вот прям хорошо. Совет от Натальи Осман: если вы хотите попасть в светскую стрит-стайл хронику, что нужно делать? Не наряжаться, как в последний раз. Когда ты увидела активное влияние азиатских звезд? 1,5 года назад, когда первые ряды стали занимать не главные редактора, а 10-15 мест под звезд корейских, китайских, японских, тайваньских. Для азиатского мира супер, и для меня нет. Очень по-русски. Да, очень джинса, и тут еще и браслет Да, Chanel, да. если кто-то не заметил лейблы. Я богатая, Понимаешь? хочу показать. Да, Ольга да. Дунина из Vogue. Мне очень нравится ее внешность. Я очень ее уважаю как специалист. Да. И я не могу объективно ее оценивать. Она одна из моих любимых героинь стрит-стайла, потому что она всегда до такой степени, не так мало одежды, но она так вот... И цвет, и текстура, и Да. какое-то вот все Там по-любому, настолько... там обувь все так закрывает. Это фэшн-редактор Vogue Украина. Очень круто смотрелось. У меня очень загорелая кожа. Вот эта майка оверсайз немножечко, этот ремень, который нарочито выпущен. Мне не нравится сочетание цвета блузки и цвета пиджака. Это Волкос, ну погоди, все время такой 70-х ходил. И у него был еще момент, когда он что-то там обувь какую-то надевал, а у него прорезались пальчики. Кара одна из 10 фэшн-блогеров, которые работают на каждой неделе моды. Она большая молодец, лук нейтральный, Total Valentino. Знаешь, как это происходит? Человек приходит в шоурум, ему дают 3-4 варианта, и он выбирает из того, что есть. Я не люблю вот таких фэшн-блогеров, которые являются глянцевыми журналами, не выдавая свой собственный контент. Она для меня чистый каталог. Но это чисто поржать. Да, но если человек так себя чувствует, почему нет? Эпатажность классно, когда для меня это что-то новое. Но здесь это просто привлечение внимания. Мне очень нравится это украшение на носу и в глазах, на бровях. Что-то воинственное, прям, да. И мне нравится это сочетание с этой прической. Может быть, она едет на Burning Man, так, и тогда это так актуально. Как тебе лук? Признавайся. Total Miu Miu. Как тебе лук? Еще раз. Я выведу тебя на чистую воду. Говори, что это говно. Это да. правда некрасиво, но блузка мне нравится. Мне нравится эта обувь даже. Я люблю их смешную обувь. Но что-то должно быть акцентом. Круто смотрится с этим изумрудным шелковым платьем. Я видела это вживую, это классно смотрится. Я не могу сказать, что это супер Да, стиль. да. Как бы, Но типа, это чувствуется, самоирония. да. И чувствуется тут вот какой-то индивидуальность, и видно, человек работает, поэтому он не на high heels и... Не на high heels. Я сначала не понял, я думал, это какой-то глагол, типа, типа нахахился. Знаешь, меня всегда ругают, когда я миксую слова, и я очень этим стараюсь не пользоваться. Adorable. Это было... Прошлым летом. Нравится тебе лук или нет? Мне нравится лук, потому что я знаю этого человека, и мне настолько нравится все, что она делает. Мне кажется, если бы здесь была майка спортивная, того же, допустим, цвета, хорошо, но где талия? Но мне нравится, что на ней всегда чуть-чуть что-то висит, потому что она достаточно стройная. Вот эти очки Ей я очень узнаваю. идут очки. Да. Мне очень нравится этот пиджак, и крой, и вот эта сумка на плечо, и поясочек. Мне все нравится. Вот я бы так вышла. Минимализм — это всегда очень сложно. Здесь должно быть все продумано. Чем меньше на тебе вещей, тем сложнее привлечь и сделать грамотно. Наташа верна себе, она очень элегантна. Вот эти банты, летящее платье, это 100% ее история. У меня есть один из ее любимых образов, случайных. Это полностью акне. И она там в косухе, джинсах и
каблуках. И второй образ — это когда она на благотворительном фонде в костюме сердца. А, да. Все. Но она как-то не парится, потому что Она я не думаю, парится что на эту ей тему, в ей этом, вообще да, этого не ей, надо, ей все равно. Ну, учитывая, когда такая да. у тебя семья Да, вокруг, семья да. замечательная. Человек Вот хороший. Наоми ковбой. Я против шляпы. Я тоже максимально вообще не Против понимаю, зачем она шляпы, здесь. да. И платье, мне кажется, она купила его в магазине, знаешь, какой Марк энд Спенсер. Газарина магазин. Нет, вообще нет, учитывая, какая у нее фигура. Учитывая, какая и она учитывая, что крутая. она может себе позволить все, Всё, да, вообще реально. просто. Это кто? Хайди Клум? Мама. Мои глаза. Да. Всё Это плохо. плохая версия Лободы, я бы даже так сказал. Да, Лобода это прям выглядит лучше. все плохо. Кьяра Феррани. 98% ее образов нет. Оля Бузова в Италии. Миллионы лайков, массовое потребление, Нравится. любит вот такое. Да. Плохо все, нет. Прям. При всем моем уважении, она супер бизнесмен, и ее бывший парень Рикардо, который построил гениальный вообще парень, с которым я сейчас работаю. Но А что ты с ним делаешь? он сейчас возглавляет Condé Nast Talent Agency Италии. Они подписали 15 человек во всем мире, меня в том числе. Поздравляю, это круто. Спасибо. Я так сгрустнул Да, такой. сгрустнулась. Я знаю, над чем работать мне надо. Это Ульяна, на показе Ульяны. Это Наталья в Ульяне, ты имеешь в виду, да? Да, Наталья в Ульяне. Я видела вживую, Лучше? очень хорошо. Нет, правда, хорошо, прям Ну, это хорошо. так- Было очень хорошо. Мне кажется, Ну это... хорошо, ну это классическая Ульяна, и классический вот этот вот воротник очень красивый. Это кто-то, я с ней сидела на Армане. По-любому это кто-то. Я с ней сидела на Армане. Мне нравится. Я с ней сидела на Армане. Я прямо понял, что ты соседке. была на Армане. Джорджа увидел живьем, для меня это прям, я бы вот так бы, да. Мой один из самых любимых моментов на любом показе, это когда выходит мастер. И каждый выходит по-своему. И когда вышел он не хотел идти по залу. Но аплодисментами все Я его сейчас расплачусь, его прям, словно представляешь? вытащили на подиум. О, мне так что-то И трогательно он, стало. нет, и он, знаешь, он сделал 2 шага, в какой-то момент, видимо, засомневался, что это не очень прилично идти по всему подиуму, что все хлопали, но аплодисменты были настолько сильные. И он такой, знаешь, был такой момент переломный, он такой, знаешь, как он словно выдохнул и чуть-чуть улыбнулся, такой, и прошелся по всему подиуму. И в конце, когда вот где фотографы, подиум был не длинный, он, поднял вот так руки, обернулся с благодарностью. Знаешь, это было не прощание, конечно, но это такое уже, знаешь, на забвение, на таком, знаешь, на благодарности. Это такой был красивый момент вообще, вот я его никогда не забуду. Очень красиво. Джиджи ходит Джиджи. в Беркинштоках. А ты не носишь такую обувь? Мне кажется, тебе прикольно Нет, было бы. вот ты думаешь, да? Ну вот к этому платью, например, какой-то, да, они же есть разные, модные. И в Сен-Лоран есть, например. У меня Беркинштоки я обожаю, это мое главное открытие, особенно для путешествий. Да? Они, А у ты тебя что, они ноги же не мерзнут? ортопедические. Но я же не на Камчатку лечу в них. Нет, в самолете нет, я даже... И в самолете нет, я же не... Я в жару их надеваю. Поняла. В самолете нет. Ой, девчоночки вышли прогуляться. Ой, привет, каче какой-то. Каче, это Ну таких ты много группа видишь в Kiss. Париже таких? Группа Kiss, да, вот это группа Kiss. А на кутюре нет, в обычной неделе моды, да, возможно. На мужской неделе моды я тоже иногда Есть люди, захаживаю. которые приходят... Зачем? А что ты... Что? Нет, ты понимаешь, что Скажи. мужская неделя моды, это прям очень... Во-первых, это я шутка люблю носить была. мужскую одежду. Это была шутка. Бедный Мурик. Так, кто смеется? Кстати, я Кто часто ношу... смеется? да, кто смеется? На самом деле, я часто ношу и одежду Мурика. Вот, например, сейчас. Не смешно? Слушай, смешно. Мурику, главное, будет смешно, как он когда-то посмотрит. Вот, пожалуйста, Гуччи какой-то. Блин, я против таких очков. Так, может быть, Ким в этом могла появиться, да? То есть это очень американский стиль, который здесь, типа, я богат. Это очень по-голливудски. Но это вообще не про Париж. Хотя, в принципе, секси. Катю очень люблю, у нее классический стиль. Когда ты говоришь о Кате, Да. ты точно вот понимаешь, что это классический Да, это стиль. классика, Реально. да, и ей она очень идет, у нее очень красивая фигура. Не совсем уверена, что эти очки здесь сюда подходят, но я видела это вживую, очень красиво. Мне не нравится эта сумка, но я так люблю Катю, что я считаю, что она на такой степени талантливый и хороший, реально хороший человек. Очень хороший человек. Этим настолько не удивишь, это вообще да. настолько не ново, окей. Я могла надеть это платье, но на мне бы было много украшений этнических каких-нибудь.
Это какой-то классический цвет Валентина, она выглядит как ориентир, Я поняла. как хостес какой-то. Они Подруженьки. пары Вот оказались. вдвоем супер. Но вот это сверху, конечно, приблуда. Зачем? Она не видит. А еще очки. А, да, кстати, зачем? Мне не нравится сочетание платья и ожерелья. Я не люблю вообще ожерелья такие, но это стиль ее. Ну Платье очень симпатичное. Мне нравится занижена линия бедра, и мне очень нравятся цветы почему-то, я не знаю почему. Я не понимаю, зачем сумки носят с собой люди, что-то я не понимаю. Ну, это аксессуар. Ну, он как будто не в тему, если вам так сложно. Видела этот лук Как вживую, тебе? очень хорошо. Мне очень нравится, как она одевается. Это очень современно и очень не по-русски. У нее какой-то новый стиль стрит-стайля. Она экспериментирует. Может быть, она хочет казаться более элегантнее. Ну вот это возвращаясь к теме того, что это очень круто, когда человек экспериментирует. Возможно, у нее там другой стилист именно на эту неделю моды. Очень сильно смущает ремень и верх. Плохая фотка, потому что у нее 10 фотографий есть в Инстаграме в этом же образе. И прям супер. Я ненавижу такие всякие вот эти вот истории с брюками, карго и прочее, но здесь они мне реально Мне нравятся. нравится Да, очень. и мне нравится сочетание с лодочками, Да. но что-то вот как будто бы... Мне кажется немножечко перемудренно. Это мое Из-за личное обуви? мнение. Нет, из-за юбки. А мне кажется, что наоборот обувь лишняя. Для меня немного 2000-й, низкая посадка, и если бы дотянуть этот секс, то это был бы такой Tom Ford 2000-й, супер. Я вообще очень люблю сексуально, когда ходят люди. На самый-то сладкий пирожок у меня впереди. Это случайная фотография, это был не стрит-стайл, на мне Ральфа и Руссо Сумка? Да. Платье Вики Газинской. Обувь, как ты знаешь, это обувь моего сезона. 4 показа в этот день. Я надела свои любимые чешки и пробегала в них. Чешки, какое слово хорошее. Где ты переодеваешься во время В кутюра? машине. Буквально через полчаса нам разбили лобовое стекло машины. Но, так как это Париж, разбили это не просто камнем или чем-то, а Туфлей. флаконом духов. Прикол, серьезно? Да. А каких? Шанел. Ну, нет, какой-то большой был бутыль. Что за бред? Александра Рич, Миу-Миу сумочка. Красиво, мне нравится. Вот так вот мне очень комфортно. Растрепанная прическа, тут не совсем видно, у меня был просто растрепанный Да, я пучок. понял. Такой приятный, ну и триллион украшений. Очень красивое платье. Что за платье? Ульяна А, Сергеенко, да, ну, мне, показывай Ульяну мне, Сергеенко. мне не очень нравится подворот. Это подворот платья, это не Наташа, мой. у тебя такие красивые ноги. Да, окей, если бы ты меня не знал, ты бы дал комментарий, какого Да. фига я в одну и ту же обувь Я бы весь день обязательно пробегаю. спросил это. Если придираться к этому образу, и что бы я бы сделал? Я бы убрал эту сумку, и мне просто платье на тебя нужно посадить. А ты как советская школьница. Где ты, мой космонавт? Ты Да. реально советская школьница, это твой образ. Но это в хорошем, позитивном ключе. Просто в мир моды пока еще про поуз, ну типа про то, что ты приходишь, и ты заявляешь, а ты слишком Ну, френдли, я не и это фэшн-редактор, баланс. который сейчас отслеживает. Я тебе клянусь тебе, я одна из немногих, наверное, единственный человек на показах, кто сидит и улыбается, потому что я кайфую от красоты, от деталей, от музыки. Но ты сама, вот кто И- тебя не знает, все подумают, что ты это, ну, ты тю-тю, а ты просто сама по себе такая. Я очень рад твоему выбору платья, мне оно нравится. Александра Рич, мой любимый, я просто обожаю Тебя его очень идет, коллекцию, это и же они ты очень супер крутые. школьница. Ну, Куда мне ты не по- ездила? ну, Расскажи. Мы нашим были зрителям. в Лондоне на Не мы. премьере. Да, не мужем мы, были, да, к я к себе сожалению. домой. А на премьере европейской «Король Лев». Это была одна из самых звездных дорожек, на которой я В присутствовала. мире, вообще, кстати, да. вообще она была самая, одна из самых звездных. Я до конца не знала, что будет королевская семья и что Это приедет бомба. сам Джей-Зи и Бейонсе. Королевская семья Меган Маркл и принц Гарри, они подошли ко всем фанатам, не было ни одного охранника рядом. И они со всеми разговаривали, и это было очень круто. Бейонсе и Джей-Зи. Джей-Зи здесь был, конечно, ее сопровождением +1, потому что про него никто там не говорил, и он просто ее сопровождал, несмотря на то, что он великий продюсер. Также музыку писал Ханс Зиммер. Да, твой любимый. Я его Да, обожаю, он вообще очень талантливый. крутой, он очень талантливый. У его жены были вот такие вот изумрудные шаг, ну, может позволить себе гениальный человек. У меня есть вопросы. Мурат, купи Наташе новую пару обуви, во-первых. Да, Мурат, купи, пожалуйста, новую пару обуви. Почему в перчатке? У меня примерка была в Лондоне, я на всякий случай взяла с собой платье, которое я никогда не выгуливала. Кузёмина, поэтому перчатки, все, я Да, понял. они не были такими нарочитыми, это было мило. Ну, где-то немножко придурочно, я тебе могу сказать, Думаешь, чуть-чуть, да. И сумочка была небольшая, тут ее не видно, золотая Булгари. Зачем тебе сумочка, когда у тебя рядом Мурат? В смокинге всегда есть карман, в котором Да, не но видно этого ты ничего. понимаешь, у него 2 телефона, еще мой.
То есть, понимаешь, он такой в обвесе. Да, ну что делать? Такая работа. Муж. Мурат запомнил, пожалуйста, это нормально, брать мои Да. вещи. 100 посадочных мест. Ты, Бейонс, Джей Зи, Фаррелл, Элтон Джон. Королевская семья, на секундочку. Но мы вставали, то есть, когда они заходили в зал, мы все вставали. Понимаешь, это так когда было? красиво Позавчера? Проходит 2 дня, ты, центр Москвы, сидишь с лысым человеком, время 12 часов ночи. Понимаешь, жизнь контраст. Мне без разницы, сидеть с королевской семьей или с тобой на студии. Спасибо, Я мне серьезно, я приятно. сейчас, кстати, серьезно Мне приятно, говорю. это очень. Я очень рад, что ты ко мне пришла сегодня. Друзья, я лично вам желаю всем очень много работать, как это делает Наташа, для того, чтобы всем смотреть премьеры «Короля льва», с Бейонс и Джей Зи. И это, поверьте мне, правда так. Это очень круто. Да, и все реально, это 100%. Главное, да, хотеть. и мечтать, И не парьтесь по поводу того, что у вас одна пара обуви, это классно. как у меня. Все, спасибо большое. Лайк, шер, коммент, подписка. Подожди, следующий выпуск нужно делать в моем гардеробе с моей обувью. А сколько у тебя реально пар? Ну, много, Ну, ну не так, приблизительно. могло бы быть больше. Ну, понятное дело.